Девчонки, такое сложное искусство, такое необычное для России. Откуда возникло вот это увлечение барабанов? И вообще, почему здесь, в Москве, у нас неожиданно возникает такой уникальный коллектив? Ну, собственно, наше название во многом раскрывает, почему мы возникли и что нас объединяет. Мы называемся Тайка Inspiration, как в духе тайка или вдохновленная тайка. Нас всех в свое время вдохновила японская культура, и мы собрались под эгидой продвижения этой самой культуры и одного из для нас самых важных инструментов японского барабана тайка. А началось все это 11 лет назад. Меня практически насильно вытащили на мастер-класс по японским барабанам, говоря, что вот, тебе же нравится Япония, ну просто попробуй, никто тебя не заставляет ходить постоянно. Приезжала девушка из Австрии, показывала, собственно, как на этих японских барабанах играть. Я сходила и поняла, что с этого момента начинается уже история тайка в России. Да, и вот с тех пор наш коллектив все пополняется и пополняется. Но это искусство требует колоссальных физических сил, нагрузки, эмоциональной поддержка ритма. Это вообще-то не женское дело, исключительно мужское. Как девочки научились такому сложному искусству? Кто вас обучал, кто ваши учителя? Да, начали мы с девушкой, которую звали Оксана Масичук. Она, получается, была той, кто первый раз мне показал японские барабаны. А уже после она познакомила нас с нашим японским сенсеем, зовут его Такуя Танигучи, и он мужчина, он нас курирует, он тоже удивляется тому, что почему-то в России японские барабаны как-то легче даются женскому полу, чем мужскому. У нас есть в коллективе мальчишки, но их сильно меньше, чем девчонок. Не потому что мы ведем отбор по половому признаку, а скорее, не знаю, так сложилось. У нас были моменты, когда у нас коллектив был практически исключительно мужской, а последние лет 7 преимущественно... А вы их всех выгнали, да? Не хотели выгонять, на самом деле. Женский коллектив – это всегда проблема, потому что декреты, семьи, дети, родители… Барабаны. Многое другое. Да. Получилось, что в большей степени проблема была с пацанами, декреты, семьи, жены, родители. Да, так что… А вам доводилось бывать в Японии? К сожалению, нет. 2 мои предстоящие поездки в Японию сорвались по разным причинам, одна из которых совсем недавняя, ковид, да, поэтому, да. Хорошо, а вас слушали японские зрители? Да, слушали, и до сих пор мы периодически получаем отклики от наших японских зрителей, японских гостей наших мероприятий. И очень приятно слышать, когда они подмечают детали, которые мы намеренно вставляли, например, в наш спектакль для людей, которые разбираются в японской культуре. То есть что-то вроде подсказок, отсылок. И у нас одна из наших подруг сидела на одном из мест в зрительском зале, и за ней были ребята, видимо, туристы японцы, и разговаривали между собой на японском, и каждую эту маленькую деталь обсуждали. И она потом нам хвасталась в сообщениях, что вот, они все увидели, они все поняли. А сколько вас в группе? У вас постоянный состав? В постоянном составе у нас 15 человек, а так, в принципе, более-менее рабочая группа Taika Inspiration сейчас насчитывает больше 32 людей. Тогда для наших зрителей откройте эту тайну и, наконец, все трое представьтесь, как вас зовут, чтобы мы хоть знали вашу ведущую тройку. Да, меня зовут Александра Самохина, я основатель и руководитель коллектива Taika Inspiration. Меня зовут Анастасия Попкова, я участница коллектива. Меня зовут Ли Анна, я тоже участница коллектива. У вас была когда-то мысль, иногда все-таки бывает, в группе принять какие-то японские имена именно для группы? Была такая идея? У нас была довольно забавная история, когда у меня в коллективе были преимущественно девчонки из Кореи. Они на одном из наших мероприятий сказали, что девочки, слушайте, ведь если мы не будем говорить по-русски, мы же вполне сойдем за японок, давайте мы будем шпарить только по-английски. В этом плане, конечно, была одна маленькая загвоздка. По-английски они говорили с ужасным русским акцентом.
Да, и это такая довольно смешная байка, которая ходит в нашем коллективе, и с тех пор мы стараемся намеренно под японцев не косить. Ну, все-таки... То есть японского учить не будете? Да, японских имен у нас не будет, но... Но это не значит, что мы не учим, мы не знаем японский. Ага, вот. Насколько вы погружены в японскую культуру, язык? Ну, я занимаюсь тайко уже почти 5 лет, и около 3 лет изучаю японский язык. И, в принципе, японская культура мне нравится, наверное, уже около 10 лет, достаточно давно. Вот, и каждый раз я узнаю для себя что-то новое, всегда стараюсь что-то изучать, пополнять свои знания, свою копилку, и это настолько интересно, такая большая вселенная. Тот же японский язык для меня это как пазл интересный, который можно собирать по кусочкам и разгадывать. Настя сделала нам надписи на наших костюмах. Скажи, что это У означает. вас замечательные костюмы, откуда они? Их шьет моя мама. Да. Да, она замечательный человек, который сделала большую часть нашего реквизита. У нас есть действительно аутентичные японские костюмы, у нас есть антикварные японские костюмы, но, естественно, когда ты выступаешь как-то активно, хочется быть более-менее свободным в своих движениях, поэтому обычно такие костюмы нам шьют. Настя, расшифруйте название на костюмах. На костюмах у нас написана фраза «тайко гейджитсу», что обозначает искусство игры на тайко. Девушки, ваше шоу сопровождает себя великолепной компьютерной графикой. Да. Это откуда? Да, это, собственно, наша коллаборация с Art-Media, Artplay Media, да. С Artplay Media это часть их фильма, и мы надеемся, что на следующее наше совместное мероприятие мы уже сможем сделать свой собственный фильм под нашу программу, которую тут играем. Тогда философский вопрос. Вы сказали, что вы этим занимаетесь много лет. Что для вас это сегодня? Профессия, увлечение, а может быть уже дело всей жизни? Ну, я воспринимаю свой коллектив как дело жизни. Я начала заниматься тайко в 9 классе, и это было скорее увлечением, которое ты не знаешь, во что впоследствии перерастет. В 11 классе я приняла решение идти на профессию искусствовед, поступила, и мне очень повезло с кафедрой, которая мне сказала: хочешь диплом по японским барабанам? Пожалуйста, пиши по японским барабанам. И мне всячески помогала и наша завкафедра, и, в принципе, все профессора, которые у меня были, за что я им очень благодарна. И они помогли мне понять, что то дело, чем я занимаюсь, это то, с чем я хотела бы связать свою дальнейшую жизнь. Вот. А Спасибо. как у вас с кадровым вопросом? Вы готовите новые кадры для группы? Как-то решаете Да. этот вопрос? Да, естественно, вон там на заднем плане стоит 2 новых кадра нашего коллектива. Войдите, пожалуйста, да? Войдите в кадр. Да, девчонки одни из прошедших прошлый кастинг, который у нас был, где-то раз в год или в полтора года, в 2 года мы проводим кастинг. Это большой набор ребят, увлеченных Японией. И если мы сходимся во взглядах и в позиции на трудолюбие, касающиеся изучения композиции и, в принципе, погружения в это все искусство, то они попадают в наш коллектив впоследствии. Вот, собственно, девчонки попали в коллектив. Спортом занимаетесь? Да. Ну, Откуда столько энергии берете? Почему спрашиваю? медитируем. Накапливаем, а потом выплескиваем разум. Да, но на самом деле тайка очень раскрепощает. Многие приходят на занятия для того, чтобы выпустить какие-то свои эмоции, отпустить ситуации, ну и, в принципе, постучать по барабанам, которые сами по себе очень громкие. Конечно, многим помогает справиться со всеми своими проблемами. И поэтому, собственно, я думаю, у нас в коллективе все хорошо, мы веселые, добрые, вечно позитивные, по крайней мере, пока играем. В каком сейчас вы для себя этапе?
вы уже серьезный коллектив, вы уже многого достигли, или у вас это только еще начало? Я воспринимаю то, что у нас есть самым-самым началом. Всего пару лет назад, когда мы выпустили «Море синего леса», наш барабанный спектакль, мы, если честно, не ожидали, что он произведет такой фурор. Мы думали, что это история, которую мы вынашивали 5 лет, и все-таки пора ее уже наконец-то показать. Мы ее показали, у нас был солдат, нас просили показать ее еще раз. Мы показали 2-й раз. Мы показали 3-й, нам начали писать, когда 2-я история. И только в этот момент мы задумались, что, может быть, это то, куда пойдет искусство игры на тайка в России, что для нашего слушателя тяжело воспринимать барабаны как барабаны в соло, а воспринимать твою аутентичную японскую историю вместе с какой-то понятной для человека историей все-таки как-то полегче. Я начинаю заикаться, я знаю, сейчас. Вы уже гастролируете или еще пока нет? Да, мы гастролируем, мы выезжали в Питер, выезжали в Воронеж. Это были приятные гастроли. Думаю, что сейчас, когда ситуация уляжется, мы их повторим.